Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы поговорим про 8 основных типов данных JavaScript. В программировании каждый тип данных– это отдельный мир со своими правилами и взаимодействием. К примеру, я хочу что-то математически посчитать. Визуально я бы прописал это вот так вот– 200 плюс 5. Логично предположить, что в результате этого действия я получу 205. И это такой тип данных, как number. А сейчас ниже мы попробуем рассмотреть другой тип данных– строка. Визуально она будет выглядеть вот так. Если я попытаюсь математически посчитать строки, ну, к примеру, hello плюс user, то, как мы можем заметить, так сразу ответ мы дать уже не можем. В случае цифры это было очень просто, в случае строки это уже немножко по-другому. И тут уже мы начинаем понемножку раскрывать разницу между типами данных. Как я ранее говорил, каждый тип данных– это отдельный мир со своими правилами и взаимодействием. Так вот, в процессе изучения программирования мы будем изучать каждый тип данных отдельно, а потом их взаимодействие между собой. Чем больше типов данных вы знаете, тем лучше вы понимаете язык программирования. С самого начала сегодня мы вкратце поговорим про каждый из всех 8 типов данных. Но потом сосредоточимся на двух основных типах, а именно строка и число. Научимся работать с ними отдельно, а потом взаимодействие между ними. Итак, начнем. Начнем с нашего первого типа данных. Тип данных называется number. Это тип данных, который отвечает за числа. Если нам нужно что-то считать математически, то мы гарантированно используем его. Сейчас я наведу пример разных цифр. Ну, что вообще является числом? К примеру, 100, 200, минус 120. Какое-то нецелое число. Также numberом являются два очень уникальных случая. Есть такая цифра, как none и как infinity. Если мы говорим про infinity, то логично предположить, что это бесконечность. Это число, которое означает бесконечность. С nano немножко сложнее, мы будем раскрывать его чуть-чуть позже. Пока что просто видим, что вот это пример такого типа данных, как number. Следующий тип данных, про который мы поговорим, это строка. Визуально строки выглядят примерно вот так. Это какой-либо набор символов, который написан в одинарных кавычках, двойных кавычках, косых кавычках. Сразу скажу, что между двойными и одинарными кавычками разницы нет абсолютно никакой. Они абсолютно одинаковые. Где какие использовать, решаете вы сами. Что вам удобнее, то и пишите. Только запомните одно правило. Если я открыл строку двойными кавычками, то двойными я их и должен закрывать. Если я закрою их одинарными, это уже будет ошибка. То есть тут очень важно открыть и закрыть. Следующий наш тип данных– это boolean. Этот тип данных очень простой. Он имеет всего два варианта значения. Это false и true. Или простыми словами нет или да. Эти типы данных будут отвечать за логику. За логику включения-выключения. К примеру, мне нужно узнать, сколько пользователю лет. И если пользователю больше 18, это true. Если меньше, это false. Окей. Теперь мы поговорим про типы данных, которые отвечают за ошибку. Я напишу сразу два типа данных. Это null и undefined. Чтобы понять, за что отвечает этот тип данных, я попробую навести вам пример из жизни. К примеру, у нас есть какой-то аппарат, который занимается изучением максимального кинетического дна. Ну, у него есть какой-то канат, который он опускает, и когда тот касается Земли, он показывает результат, то есть глубину, какая глубина данного океана. У нас есть табличка, куда мы будем записывать все результаты наших измерений. Так вот, мы смотрим на эту табличку и видим, что у первого океана глубина 6000 метров. Смотрим на табличку и видим, что глубина другого океана 8000 метров. Далее мы подходим к табличке и видим Марианскую впадину. И возле нее стоит такое слово, как undefined.
Что оно означает? Оно означает, что в процессе измерения у нас произошла какая-либо ошибка, и результат мы получить не смогли. К примеру, у нас кораблик опускал канат на дно, и в какой-то момент канат закончился. Мы таки не достигли дна, поэтому измерить его не смогли. И наш результат этого действия будет undefined. То есть, повторяю еще раз, ошибка в процессе измерения. Далее я смотрю в нашу табличку и вижу какой-то третий океан. У него написано значение null. Что означает null? Null означает, что мы никогда не измеряли этот океан, и у нас еще нету данных, никакого результата. Null означает, данных не существует, мы не проводили измерений. Когда мы будем писать код, мы будем встречать null и undefined довольно часто. Поэтому будет хорошо, если вы будете уже сразу понимать, за что по смыслу отвечает null и undefined. На всякий случай я повторю еще раз, что означает undefined и null. Так вот, undefined. Undefined означает, что в процессе действия возникла ошибка, и мы не могли довести наше действие до конца. Null означает, что мы никогда не проводили измерений, и данных просто не существует. Они отсутствуют, их нет. После того, когда мы прошли типы данных, которые отвечают за ошибку, можно переходить к следующему типу данных, а именно Object. Object– это довольно сложный тип данных, поэтому мы на нем сейчас останавливаться не будем, я только, к примеру, покажу, что он выглядит вот так. Это вот такие кавычки и все. Больше вам знать пока что не нужно. Я не рекомендую вам начинать изучать этот тип данных, пока вы не освоите полностью все остальные типы. Если вы начнете изучать такой тип данных, как Object сразу или раньше, то это только больше вас запутает. На данный момент мы проговорили все основные типы данных в JavaScript, но также есть еще два, такие как Begin и Symbol. Эти типы данных вы, скорее всего, никогда не будете использовать, но про что они, вам хотя бы немножко, но знать нужно. Но знания по этим двум типам дальше теории вам не потребуется. Типов данных, которые мы в процессе изучим выше, вам будет вполне достаточно, чтобы сделать любую задачу. Подробнее про Begin. Begin– это такой тип данных, который отвечает за очень и очень большое число. За число, которое имеет от 53 символов. То есть это не миллиарды, это намного-намного больше. И также такой тип данных, как символ. Он используется для добавления уникальности. Но вы очень легко можете обойтись и без него. То есть сам тип данных сам по себе полезный. И вроде бы может делать то, что в теории пригодится нам в JavaScript. Но я могу обойтись и без этой уникальности и создавать ее какими-то другими способами, более простыми. И изучать целый отдельный тип данных, чтобы делать просто уникальность, нам не стоит. Значит, у нас есть 8 основных типов данных. И давайте я проговорю их еще раз. Number, string, boolean, object. Далее ошибочные типы данных. Undefined, null. И далее типы данных, которые вы, скорее всего, никогда не будете использовать. Symbol, begin. На этом все. С вами был Банана Мастер. Домашка, как всегда, в описании под видео.